Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Всем привет из Севастополя. Меня зовут Ирина. В предыдущем видео я вам обещала начать показ вот с этих красавиц. Орхидей под названием Cherry Bomb или в переводе вишневая бомба. Как вы видите, у меня две орхидеи Cherry Bomb с мутацией. Одна вот Cherry Bomb ES2, а вот это Cherry Bomb ES. Что же натворила эта Cherry Bomb? Она процвела другой мутацией. Она у меня всегда цвела бабочкой, а вот первый раз в этом цветении зимнем она процвела трилипсом. Не ожидала я у нее такого изменения мутации. Она, правда, чудила, но всегда оставалась бабочкой. Но были при доращивании разные формы у нее цветочки, такие интересные, замысловатые фигуры она показывала. А вот чтоб вот трилипсом впервые вижу. Что рассказать про эту орхидейку? Cherry Bomb — это вот первые ласточки на моем канале, когда я показываю, когда я стала вести канал. Именно вот Cherry Bomb и другие подростки стали первенцами моих видео. И она одна из первых в той партии зацвела. Я тогда показывала это цветение красивой бабочки. Я была в восторге. Эту ажурную Cherry Bomb я купила также в 2021 году, но в размере 1,7. У меня записано, что и Cherry Bomb ES и ES2 у меня от Яфон. Поэтому вот эта орхидейка, уже будучи маленькой, зацвела через год, как ко мне пришла подросточком. У двух Cherry Bomb компактные розетки. Как у той, так и у этой орхидейки. Смотрите, размер миди. Они не крупные. Обе посажены в закрытую систему. Вот эта посадка у меня с апреля прошлого года. Вот трубочка. Все хорошо, орхидейка развивается. Но она, получается, пропустила летнее цветение из-за пересадки. А так она так же, как и та орхидейка, цветет зимой где-то 3,5-4 месяца. И летом доращивает. И вот может тоже 1-2 цветка держать летом, летним цветением. По размеру цветков этот 6,5, это до 8 сантиметров. Она и так даже, ну, как бабочкой, меньше, чем вот этот ажурчик. А трилипсом, понятно, еще больше жал. Но я вот измеряла по нижним лепесткам, потому что петали собраны. И, как говорится, фотография на память. Я поставила Луна Розу. Вот она дорастила цветочек. И вот они. Две красотки, крупноцветковые бабочки. Вместе смотрятся. Красота. Следующая красотка — это орхидея под названием Микки Голден Санд. Золотой песок. Это одна из первых моих покупок азиатских орхидей. Она началась у меня с 2020 года. Тогда я для себя открыла этот мир. И что хочу сказать, что эта орхидейка
куплена мной была в размере 1,7. По формату она оказалась миди, не крупная. У нее розеточка, такой вот листик удлиненный. И цветочки не крупные, до 4,5 сантиметров. Процвела она у меня по сорту. По особенности цветения могу сказать, что она цветет приблизительно 2-3 раза в год, как вот у нее получается. Я для себя записываю про орхидеи, делаю пометки. И вот про нее у меня записано, то есть цветение, если она процветла в одном году 3-4 месяца, вот так, да, периодичность у нее была, то в следующем году она процвела 6 месяцев, доращивала и цвела. То есть вот так она вариабельна в своем цветении, в продолжительности именно. Эта орхидея очень ароматная. У нее интенсивный цветочный запах с нотками цитрусовых. Пахнет практически постоянно. Сильнее, естественно, на солнышке, при повышении влажности, перед дождем. Если вот ароматит орхидеи, то можно вот смело ее выделять среди них. Еще раз хочу вам показать красивую орхидею, мою шоколадку. Очень всем понравилось после видео, когда я ее показала с распуском первых 2 цветочков. И там был 1 бутон. И вот он распустился, и я вам его сейчас покажу. Посмотрите, какой красивый окрас у этого цветка. Все цветочки окрашены по-своему. Но вот у этого сполох розовый. Видно, кто-то в родителях у него такой однотонный. А здесь, видите, на губе розовый сполох. А у этого цветочка никаких сполохов, только вот белые такие проблески. Совершенный шоколад, я бы так сказала. По размеру вот этот цветочек и вот этот цветочек 9-9,5 сантиметров. А третий цветочек, видно, он немножко как раз вытянут по горизонтали, он 10 сантиметров. Крупные цветы по сравнению с розеткой, так, внушительные. А сейчас хочу вам показать своих очаровательных крошек. Среди них точная вот мини-орхидея. Вот такая приятная у нее малиновый цвет. Название у нее Little Lady Kio. Она ароматная, очень приятно пахнет. Она у меня с 2020 года куплена цветущей. По почте я ее получала. И вот эти 2 милашки. Я не знаю, пока они маленькие, но, скорее всего, будет миди формат. Это красотка. Вот. Pink Jaho Pink Girl Герри, Эри. Бывает, не читается первая буква. И вот она стала также распускаться. Эта малышка у меня первое цветение. Купила ее в том году. И вот эту уже вам малышку первый цветочек с умилением показывала. Это красота у меня Pink Girl. Также Yes, бабочка. Про эту маленькую леди можно сказать, что она неприхотливая.
все время доращивает свой цветоносик, цветет поэтому до 6 месяцев, имеет очень благородный аромат, парфюм. И цвет у нее также очень благородный. Малиновый, нежный, яркая губка, такая вся она изящная, красоточка. Розеточка у нее маленькая, такая вот миничка. Любит попить, растет у меня в закрытой системе. А вот эти две красотки отличаются друг от друга, хотя они все Pink Girl, розовые девочки. Но вот это вот имеет вот такой окрас, форму. И вот эта орхидея, я считаю, разная. Посмотрите, даже если убрать мутацию бабочки, она будет иметь другую форму и цветка, и оттенок, и губы совершенно разные. Видите, здесь как такая колбочка, а здесь она более вытянута и имеет более интенсивный краб. Правда, вот эта яфоновская пингё, вот это от Яфон, а вот это от НСК Орхид. Разные производители, поэтому трудно судить, кто прав. Потому что, когда я вот эту презентовала вот эту орхидейку, Аллочка, которая ведет канал Тропическая гостья, написала, что она очень похожа на ее орхидею, если не ошибаюсь, Леди Кью. И я действительно посмотрела, она похожа вот на ее орхидею. Но я не против. Обе орхидейки красотки. Аромат я не чувствую. Не знаю. Вроде как они должны пахнуть. Особенно вот эта милашка с глазиками. Очень меня очаровала. А это такая нежная, такой благородный лиловый. А у нее оттенок лепестков. Градиент тоже по-своему очень красивая. И бутон, посмотрите, как весенний цветок. Красоточки. Предлагаю вам погадать. Вы знаете, что у меня есть Тайсука Анна, которая несостоявшаяся бабочка, расцвела стандартом, но не менее прекрасная, очень красивая орхидея. Еще до цветения той Анны уже стали появляться видео бабочки, и я решила вторую бабочку купить, чтобы, ну, две было, если что, маме дам. Не знала, что она процветет стандартом. И вот вторая бабочка, похоже, будет бабочкой. Вот у нее такие вот бугорочки есть. Вот, трудно фокусировать, но вот видно, что у нее такие неровные края. Вот видите, бугорочки сверху. И вот здесь вот такие вот мятинки и вот бугорки. То есть, скорее всего, это будет бабочка. Посмотрим. А вот Сога Мандала, к сожалению, бабочкой не стала. Ну, возможно, с другой стороны цветонос, как мы все надеемся, возможно, процветет заявленной бабочкой. Но пока вот такой стандарт, классика. И я хочу поделиться своими мыслями вот по поводу классики, да, стандарта. Что когда она мне распустилась, я подумала, вообще пересорт. Купила я ее 1,5 года назад, она у меня росла, все хорошо, крепкий кустик. И вот процвела только сейчас. И она зацвела, я подумала пересорт, думаю, что за орхидея, мне должна быть мандала, потому что у меня есть стандарт,
тоже подросток, и есть шампань, которая похожа, и у меня даже есть видео, где я эти два цветка сравнивала. Там совершенно она другая по фактуре и по настроению. У нее хищная губа, это крупная орхидея. Я вам ставлю фотографии, вы сможете сравнить. Но когда я стала смотреть в интернете, действительно, вот эта орхидея, но ее название Сога мандала, а у той просто мандала. Я как бы хотела, конечно, ту орхидею бабочкой, да, более эффектно бы смотрелась. Ну, вот это, конечно, тоже миленькая. Посмотрим дальше, возможно, с другой стороны или в другом цветении она процветет бабочкой. Вот такая у нее уже розеточка у меня с 2,5, да, купила, она росла. И вот такие у нее уже корешки. Вот она в росте. Вот год этой посадки. Вот она умничка, видите, врастает в грунт. Сильно не раскидывает. Ну, только вот уже стал выходить. А так вот все в грунтик, все в домик. Ну, в этом плане она молодец. И последний хочу показать вам эту красавицу. Эту трогательную нежность. Так бы я писала эту орхидею. Она незнакомка, без имени. Просто подписана у меня от Маши. Сотрудница отдала мне ее, но уже давненько, уже года 3-3,5 назад. Она у нее не цвела, она сильно не ухаживает за орхидеями, у нее нет коллекции. Кто-то подарил, и вот она выживала, скажем так. Отдала она мне ее в довольно плачевном состоянии, и я ее стала выхаживать, мы стали расти. У нее проблемки с розеткой, какие-то пятнышки. Я ее лечу, смазываю ее листья Обега-Пик. Вот. Также она у меня была в экспериментальной посадке в чистом керамзите. Потом оказалось, что она влаголюбива, и стали пропадать корни. Я ее опять пересадила в кору. И вот она у меня в том году впервые зацвела. Цветок у нее необыкновенный, как блюдце. 11 сантиметров. Немножко они собраны вперед и имеют такой, фалдят немножко. Губа вообще просто загляденье. Посмотрите, какие кудри. Создали усы. Какой красивый фисташковый цвет имеют створки. И это розовая дорожка тигровая внутри. Необыкновенная красавица. Название ее не знаю. Если кто-то узнал эту красотку, я прошерстила интернет. Нет, вот по губе такой похожей нет. Ой, очень красивая. Она и в том году цвела также с такой же губой. Вот, именно не красная, а розовая. Она чем-то похожа на алабастер, самая большая по губе. И есть у нас в нашем орхидейном царстве блогер Лёка. У нее замечательный канал орхидейной истории, шикарные орхидеи. Лёка живет в Питере. И я вас прошу, посмотрите, пожалуйста, у вас есть алабастер, вы его нам презентовали.
среди своих белоснежных красавиц. Она не она? Напишите мне, пожалуйста. Я поставлю скрин, я сделала с вашего видео, чтобы другие зрители тоже смогли посмотреть. И вот эта красавица перед вами. На этом я буду заканчивать свое видео. Вот такой шикарный Викидан будет ждать вас в следующем видео. И вот эта красота. Посмотрите, как красиво цветут мои орхидеи. Но это будет в следующем видео. А на этом я прощаюсь. Всем вам, вашим близким здоровья, благополучия, всего самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.